Всем привет, это мистер Амирчик. И сегодня я вам расскажу, как научиться паять легко и просто. Первым делом я хочу вам рассказать то, что сам узнал совсем недавно. Самое важное – это техника безопасности. Паяльник очень горячий, и при малейшем прикосновении кожи вы получите очень сильный ожог, поэтому паяльник надо правильно держать и ставить на подставку, чтобы он не упал и ничего не прожег. На рабочем столе должна быть чистота и порядок, ничего не должно вас отвлекать, у вас должно быть хорошее освещение, чтобы не портить зрение. Можно даже одеть очки, чтобы дым не попадал вам в глаза. Паяльники бывают разные, есть вот такие большие. Ими паять электронику мучительно сложно, потому что у них очень большая мощность и нет регулировки температуры. И медное жало, которое очень быстро портится. Лучшим паяльником будет вот этот, в котором есть регулировка температуры и сменное жало. Также вам понадобится припой. Я взял вот такой припой проволоку, в нем уже есть канифоль, но я могу брать и сразу паять. Очень важно выставить правильную температуру, чтобы жало не перегревалось и припой всегда оставался жидкий и блестящий, как капелька. На своем паяльнике я выставил 320 градусов. Смотрите, как он паяет. Если жало запачкалось, то его надо вытереть об специальную губку. Для тех, кто хочет научиться паять, отличным вариантом будет купить готовый набор для пайки. Наборы бывают разные. Самому можно запаять радио, будильник, колонку, тетрис и многое другое. Ищите эти наборы по запросу «Дей набор для пайки». Я взял вот такое сердце за 250 рублей. Давайте посмотрим, из чего состоит наш набор. Ведь хорошо не только уметь паять, но еще и понимать, как устроена техника. У нас есть плата, на которой все припаивается, светодиоды, резисторы, чтобы светодиоды не перегорели, транзистор, кнопка, микросхема, чтобы выбирать режимы. Питание нужно от 4 до 6 вольт, поэтому можно взять обычный USB кабель или аккумулятор. Я взял маленький аккумулятор и сделал себе свечащий значок. Итак, давайте начнем. Берем нашу плату и устанавливаем светодиоды. Здесь главное не перепутать полярность. У светодиодов есть анод и катод. Это плюс и минус. Если перепутать полярность, то светодиод может сгореть. Устанавливаем все элементы на свои места, согласно схеме и обозначениям на плате. Пропаиваем все контакты и отрезаем бокорезами лишние концы. Теперь нам остается только лишь подключить питание и проверить, как все работает. Сначала возьмем просто старый USB-провод. Внутри USB-провода несколько проводов, 2 из которых будут плюс и минус. Обычно они черного и красного цвета. Отлично, все работает, но почти. Оно еще должно было мигать. Либо я неправильно собрал, либо микросхема бракованная. Осталось последнее прикрепить аккумулятор и прищепку, и получится значок.
Вот такой вот классный светящийся значок получился у меня. Его даже можно подарить кому-то. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поняли то, что научиться паять легко и просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые ролики. Всем пока, до новых встреч!